Обращение к постоянным зрителям. Постоянные зрители, вы же знаете, что сейчас будет крутой контент. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео в своих социальных сетях, чтобы у меня стало больше постоянных зрителей. Всем привет! Сегодня я на Украине. В смысле, на велосипеде Украина. Езжу по Москве и снимаю для вас крутой контент. Блог ЖД-фотографа, кликбейтные лозунги и кликбейтные заголовки для привлечения аудитории. Как вы знаете, я живу в Москве. Тем не менее, на моем канале до сих пор нет видеообзора транспорта Москвы, по аналогию с теми, что я снимаю про другие города. Пишите в комментариях, о чем мне следовало бы рассказать в таком обзоре про Москву. Смотрите, в Москве золотая осень, как будто бы вы без меня это не видите. Но сегодня я покажу вам трамвайную линию около парка Сокольники. Это одна из самых живописных трамвайных линий Москвы. Здесь курсируют трамваи маршрутов 25, а также четверка. А это место называется Большая Ширяевская улица. Здесь курсируют только трамваи, ну и велосипеды. А вот трамвай Витязь-М. Трамваи «Витязь» появились в 2014 году, а в Москве массовая эксплуатация началась в 2017 на маршруте номер 17, который курсирует на севере Москвы от Останкино до Медведково. По данным сайта transfoto.ru, в Москве сейчас бегают 464 трамвая «Витязь-М». Также их можно встретить в Петербурге. Обзор петербургского «Витязь-М» я показывал вам вот в этом видео про Петербург. Обязательно посмотрите его на досуге. Эти трамваи выпускаются компанией ПК «Транспортная система» на мощностях Тверского вагоностроительного завода, а также Невского завода электротранспорта в Петербурге. А я напоминаю вам, что компания ПК «Транспортная система» выпускает также троллейбусы «Адмирал». Современные, низкопольные, с кондиционерами и USB-зарядками троллейбусы, которые я показывал вам вот в этом видео про Саратов. Посмотрите, пожалуйста, его тоже. А пока мы ждем с вами следующего трамвая, я напоминаю своим зрителям, особенно из России, что вы можете подписаться на мою страничку в Дзене, где я публикую статьи и посты про поезда и про поездки. А если вы не знаете русского языка, то все равно приходите. Google переводчик поможет вам понять мои письмена. Московская загадка номер 1, а также петербургская, уфимская и, видимо, вообще всероссийская. Заборы. Например, объясните мне, милые граждане, для чего в этом конкретном месте установлен забор? Чтобы кто-нибудь случайно с асфальта не наступил в листву? Или что, без этого забора непонятно, где заканчивается граница трамвайной остановки? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что, по-вашему, случилось бы, не будь здесь этого забора. Лично я считаю, что случилось бы нерастрачивание бюджетных денег.
Московско-российская загадка номер 2. Знак пешеходного перехода в желтые каемочки. Причем ладно еще, если такое устанавливается на загородных трассах или пусть даже здесь. Так такие же знаки ставятся и в центрах городов, уродуя своим мерзким внешним видом их исторический облик. По-моему, если водитель не способен разглядеть этот знак без желтой каемки, то у него явно проблема со зрением, и ему не стоит садиться за руль. Ставьте лайк, если тоже считаете, что хотя бы из центров городов эти мерзкие желтые каемочки на знаках нужно убирать. Как я уже говорил, трамваи «Витязь-М» появились в Москве в 2017 году. И с тех пор за 5 лет они вытеснили практически все остальные трамваи, которые можно было встретить в городе. А пока посмотрите на очередной «Витязь». Так вот, трамваи «Витязь-М» вытеснили практически все трамваи, которые были в Москве на тот момент. Москва лишилась «Татр», КТМов 19-х, практически не встречаются больше польские «Песы», а также исчезают КТМ-23, морковки. Их отдают в другие города. Сам по себе «Витязь», конечно, замечательный трамвай, я считаю. Он большой, стильный, красивый, в нем USB-розетки, низкий уровень пола, адресное открытие дверей, подсветочка и прочая мишура. Но, по-моему, не слишком разумно было выпускать «Витязи» на почти все московские маршруты, большинство из которых, отродясь, не имели таких пассажиропотоков, на которых пригодился бы трехсекционный трамвай. В результате чего 8 из 10 «Витязей», которые вы увидите в Москве, будут возить практически в воздух. Не слишком разумное распоряжение имуществом, дорогой мой департамент транспорта. А сейчас мы с вами прокатимся в трамвай «Витязь-М» и посмотрим, что у него есть внутри интересного. А вот и адресное открытие дверей. Венская трамвайная остановка. Друзья, это был трамвай «Витязь» в Москве на канале Блог ЖД Фотографа. Блог ЖД Фотографа. Обзоры городского транспорта и железнодорожности России и стран бывшего СССР. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И обязательно посмотрите другие обзоры городов в этом плейлисте. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо за просмотр.